Всем привет, друзья! Говорят, чтобы больше узнать о городе, надо побывать на его рынке. И сегодня суббота, время 11 часов утра, и поэтому мы отправляемся с вами на рынок в городе Алкмар, Нидерланды, север Нидерландов. И я вам покажу. Посмотрите, по какому красивому мосту я прохожу. Сегодня, правда, ветрено, прохладно, но я думаю, это не помешает мне показать всю красоту. Фермерская палатка, на которой можно купить овощи прямо от фермера. И, конечно же, Нидерланды знамениты своей картошкой. Любого размера, любого калибра. Кстати, вот уже молодая картошка. Сегодня середина июля, а точнее 15 число. Палатка с фермерскими яйцами. 30 штук за 9 евро. Вот такая цена. И, конечно же, голландцы никогда не забывают о братьях наших меньших. Целая палатка посвящена вкусняшкам, четвероногим друзьям. Различная рыба, все, что хочешь. Цветами, от тех, которые можно поставить в вазу, до цветов, которые можно высадить на своем участке. Вот такая красота, большое разнообразие цветов, красивейшие гортензии. Я в цветах совсем не разбираюсь. А вот это то, что для вазы домой. Сейчас, кстати, сезон пионов. Какой шикарный цвет. И уже готовые композиции на любой праздник. Букет 15 евро. Ну, конечно, самая вкусная часть на рынке для меня – это сырная палатка. Посмотрите, какие огромные головки сыра. Я даже не представляю, сколько весит одна. Любой сыр можно попробовать. Здесь мягкие сыры. Очень дружелюбный персонал. Все продавцы очень дружелюбные. Сыр на любой вкус и цвет. Я помню, когда мы только переехали, мы в эту палатку ходили каждую неделю, каждую субботу. Пробовали различные виды сыра. Сейчас уже это ушло на второй план, уже наелись. Сейчас как раз сезон вкуснейшей клубники. Аромат стоит потрясающий. Малина, ежевика, черешня. За килограмм 8,50. Аромат вам просто не передать. И знаменитые голландские стропвафли. Здесь же при вас могут испечь горячую
Можно сразу съесть, а можно с собой купить. И с чаем съесть. Подарочные наборы, как сувенир из Нидерландов, с собой можно привезти. Атмосфера на ярмарке, конечно, всегда очень суетливая. Все встречаются, общаются после будних дней, после рабочей недели. Все встречаются на ярмарке, покупают цветы, покупают сыры, различные вкусняшки. И много кто приходит завтракать на ярмарку бутербродами с селедкой, жареной рыбой, картошкой, всей традиционной голландской едой. Палатка с сухофруктами, различными орешками на любой вкус и цвет. По цене 200 грамм за 4,50 евро. Вот о чем я и говорила. Все пришли завтракать с селедкой. Копченая селедка горячего копчения. Вот что по ценам. 3,25 селедка. Бутерброд с селедкой с хлебом 3,75. Макрель это скумбрия. 7 евро за штучку. И бутерброд с макрелью 3,75. Вот такая красота. Еще раз покажу. Я рыбу просто обожаю. Ну и дошли мы наконец к рыбной палатке. Свежая, только что выловленная рыбка. На любой вкус. И скумбрия, минтай. Иногда даже попадается вот такая речная рыба. Кто знает, что это за рыба. И также здесь подо льдом дорадо, красный окунь. И форель, лосось, и филе рыбное. Он красивый тунец. Еще, ну я не знаю по названиям голландским. Краба, щупальца. Ну, кстати, не так уж и много сегодня. Вон девчонки все работают. Уже знаю всех в лицо. Вот такой рынок субботнего дня в городе Алкмар, Нидерланды. Это Северная Голландия, в котором я живу уже 3 года. И вот почти каждую субботу мы сюда приходим, чтобы посмотреть, что есть новенькое, интересное. Вот так. Еще одна сырная палатка. Аромат стоит просто потрясающий сыров. Мне интересно спросить, сколько видов сыров вот так в одной палатке.
Старые сыры, молодые сыры. Вот, кстати, нарезанный, можно попробовать. Что я и сделаю. А это уже старый сыр, потому что в нем вот такие белые вкрапления, кристаллы. Попробую тоже. Да, очень насыщенный сырный вкус. Очень вкусный сыр. Их отрезают не как мы привыкли нарезать ножом сыр, а есть такой специальный нож, который проводишь по сыру, и он тонким-тонким слайсом тебе отрезает, и так ешь. А вон там впереди на углу фургон с различными турецкими намазками. Сейчас, кстати, вот можно будет попробовать. Стоят крекеры и различные намазки. Давайте я попробую. Так, какая мне нравится на вид? Вот эту, наверное. Неплохо. Большой выбор оливок, маринованных перцев. Ну и намазки. Ну, конечно же, на рынке есть места, в которых можно перекусить, различные сэндвичи. Но по большей степени традиционно, конечно, люди едят что-то рыбное. Здесь вот лумпию продают, во фритюре жарят, стоит сильнейший запах жареного масла. Но много кто здесь обычно стоит, люди покупают. Я ни разу не пробовала, мне даже как-то и не интересно. Следующая палатка также с рыбой. Здесь уже побольше выбор. Что здесь? Селедка горячего копчения, макрель. Также уже почищенное чисто мясное филе. Что тоже селедка, угорь, лосось соленый. Ну и рыбные различные виды селедки, крабового мяса, типа крабовые палочки, да? Вот. Анчоусы в различном маринаде, креветки. Ну и очень вкусный киблинг. Это жареная треска во фритюре. Просто потрясающе вкусно. Вот такая кухня у девчонок готовят. А вот еще одно место, где мясная продукция. Различное мясо, говядина, баранина, курица в маринаде. Просто стейки нарезаны. Ja, natuurlijk. Ook ik heb al een soep. Ja, ik wilde zeggen iedereen. Колбаска. Hallo.
У кого есть гриль, покупаешь и Ja, ik hier nog kost. проводишь прекрасное время на улице. 11 euro. Dankjewel. Продавцы все дружелюбные, общительные. Nee, een heleboel goed weer. Церковь наша. Ну, вон еще за мной еще одна палатка с сырами, конечно же. Ну что, вот таким получился обзор субботнего рынка в городе Алтмар. Пишите свои комментарии, как вам понравилось, может быть нет. Было ли интересно? Буду рада прочитать ваши комментарии. Всем хорошего дня. Всем пока.